Белорусский аналог Аки пришел в Россию. Давайте разберемся, сколько он стоит и есть ли смысл покупать. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. Недавно я писал о том, что в соседней Белоруссии стартовали официальные продажи компактного автомобиля FAV Xiaoma, который можно считать современным аналогом российской Аки. Оба автомобиля создавались с расчетом на передвижение по узким городским улицам с минимальными затратами, а также для расширения возможностей передвижения, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Если в России это была прежде всего утилитарная малолитражка, то в Китае такие крошечные электромобили стали настоящим модным трендом, популярным и среди молодежи, и среди пожилых людей. Сегодня, просматривая популярный сайт с автомобильными объявлениями, я заметил, что теперь и в России можно приобрести тот самый Bestune Pony. Учитывая, что в нашей стране выбор машин часто определяется их ценой, как это видно на примере популярной Лады Гранты, давайте внимательно рассмотрим этого пони и подумаем, есть ли смысл его покупать или же проще взять привычную Гранту, а не экспериментировать с современным воплощением бешеной табуретки. Мало кто знает, что у Bestune Pony есть своеобразная связь с московским ЗИЛом. Дело в том, что завод FAV, первый автомобильный завод, строили китайские рабочие под руководством советских инженеров. Даже центральная проходная предприятие в точности повторяет проходную бывшего ЗИЛа. Сам ЗИЛ давно прекратил существование, а его родственник в Китае по-прежнему успешно работает. Более того, еще недавно он мог стать партнером АвтоВАЗа. Около 1,5 лет назад планировалось совместно выпускать кроссовер Lada X-Cross 5, по сути FAV Bestune T77, но проект так и не был реализован. Что касается самого Bestune Pony, то его производство в Китае началось в 2024 году, так что модель совсем свежая даже для китайского рынка. Размеры машины более чем скромные. Длина 3000 мм, ширина 1510 мм, высота 1630 мм. Под капотом установлен электрический мотор мощностью 27 лошадиных сил, что может показаться мало, но стоит вспомнить, что АК с двигателем объемом 0,8 литра выдавала 33 силы и вполне справлялась со своими задачами, даже при полной загрузке. Трансмиссия у Pony автоматическая, заявленная максимальная скорость 100 км в час, снаряженная масса в 685 кг заставляет задуматься, стоит ли разгоняться до этого предела. Несмотря на компактность, машина имеет багажник 81 литр при разложенном заднем ряде и 734 литра при сложенном. По уровню оснащения китайская малютка заметно превосходит когда-то популярную Аку. Бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники, цифровая панель приборов, подушка безопасности, АБС, датчики парковки и другие современные опции. Конечно, по сравнению с дорогими кроссоверами за 3-4 миллиона рублей, набор функций выглядит скромно, но у Pony и целевая аудитория совсем иная. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. В России стоимость Bestune Pony у продавцов колеблется от 800 тысяч до 1 200 000 рублей. При этом в Белоруссии, где
машину продают официально, минимальная цена составляет 20 250 белорусских рублей, примерно 541 тысяча российских. Если бы у нас он стоил столько же, уверен, что спрос был бы высоким, особенно среди курьерских служб, ведь это идеальный городской транспорт. Однако при нынешних российских ценах электрическая малолитражка стоит почти столько же, сколько более вместительная и привычная Lada Granta с бензиновым двигателем. Поэтому ее покупка вряд ли будет оправдана, разве что в качестве способа выделиться и удивить окружающих. Хотя, честно говоря, нет ничего удивительного в том, что иностранным производителям сложно предложить в России автомобиль дешевле Гранты, даже если у себя дома они продают его в несколько раз дешевле, потому что наши накручивают налоги и дополнительные сборы. Так что, друзья, взяли бы себе пони по белорусской цене? Интересно узнать ваше мнение. Мы уже неоднократно указывали на возможность развития сценария, при котором сам московский автомобильный завод «Москвич» сохраняется, однако марка «Москвич» прекращает свое существование. В ближайшее время именно этот сценарий и может быть реализован. Начнем с главного. Место моделей JAG на «Москвиче» могут занять модели брендов концерна SAIC. Переговоры с китайцами вышли на финишную прямую, однако уже некоторое время менеджмент SAIC не дает финальной отмашки. Судя по всему, одним из ограничивающих факторов остаются санкции, наложенные на МАЗ «Москвич» Министерством финансов США еще в сентябре 2023 года. В связи с этим единственный вариант сотрудничества – организация промежуточного юридического звена, которая формально будет размещать заказ на «Москвиче», а «Москвич» осуществлять контрактную сборку. Напомню, что ровно по этой же схеме работает Motor Invest. Этот завод в Липецкой области тоже не избежал санкционных ограничений, поэтому в свое время в рамках подготовки сборки по полному циклу, которая сейчас вовсю продолжается, было организовано АО «Эвиа», о чем мы говорили еще в прошлом году. Именно «Эвиа» стала заявителем на ОТТС и формальным заказчиком сборки автомобилей марки Evolute и Voyah. Во втором квартале в нашу статистику поставок на учет уже попали 1272 машины, изготовленные под крышей Эвиа, 360 Evolute моделей iPro, iJoy и 912 Voyah моделей Dream и Free. SAIC — это огромный государственный концерн, часть производственных мощностей которого вместе со штаб-квартирой расположены в Шанхае. Откуда он взялся на «Москвиче»? Очень просто, от проекта Atom. По нашим данным, именно специалисты SAIC принимали активное участие в проектировании Атома, а у самого АО «Кама», именно оно и развивает Atom, одно время в Шанхае располагалось конструкторское бюро, а может быть и сейчас располагается. Возникает вопрос, а что будет с JAG? Судя по всему, с ним сотрудничество прекратится. Некоторые наши собеседники, знакомые с положением дел на заводе, утверждают, что взаимодействие «Москвича» и JAG породило некоторые трения. К примеру, в части предоставления доступа к конструкционной документации при организации сборки по полному циклу модели «Москвич-3». Собственно, именно возможным прекращением сотрудничества JAG и «Москвича» можно объяснить такой затянувшийся и пока не состоявшийся вывод на рынок «Москвича 8», а равно и «Москвича 5». Что до остальных моделей, то еще по итогам первого квартала этого года мы указывали на обвал продаж по сравнению с четвертым. Не случилось прибавки и во втором квартале. В среднем в месяц один дилер «Москвича», коих на сегодняшний день уже более 90, продавал всего по 13-14 машин в месяц. Судя по поставкам на учет за прошедшие 6 месяцев, электрические «Москвичи 3E» вообще не производились. Из 822 отверточных «Москвичей 6», реализованных с января по июнь, в этом году собрали только 308, все во втором полугодии. Само собой, доля выпущенных в этом году «Москвичей 3» самая высокая, ибо они все-таки идут по полному циклу. Кстати, мы посмотрели несколько видеороликов наших коллег, допущенных в свое время на запуск линии сварки
сварки и окраски, и у нас возникло устойчивое ощущение, что на главном сборочном конструкторе работа ведется ровно так же, как и в 1947 году, да и сам кондуктор по конструкции недалеко ушел. Новый производственный партнер вроде бы не означает смену марки. Можно выпускать модели SAIC и под маркой Москвич. Между тем, некоторые из топ-менеджеров, имеющих отношение к запуску завода после ухода Renault, изначально были против возвращения советского названия. В частности, в одном из интервью на запуске Москвича 6 нам об этом рассказывал Александр Мигаль. Он контролировал процесс со стороны КАМАЗа. В общем, не исключено, что марку для тех или иных нужд могут приспособить и каким-то образом использовать. А вот что случится с заводом, если SAIC в итоге откажется от сотрудничества, чем его заменить? На этот вопрос пока ответа нет не только у нас, но и похоже у руководства завода. Остается один вопрос: а какие модели SAIC начнут выпускать на Москвиче? Если, конечно, китайский менеджмент даст окончательное добро на старт проекта. Положа руку на сердце, ответим: не знаем. С одной стороны, речь может идти о линейке MG, в частности о седане MG5, прямом конкуренте Lada Vesta и других моделях некогда успешного английского бренда. Однако дело может оказаться и почище. Вспомним, что у SAIC в Китае давнее и тесное партнерство с Volkswagen. А если с конвейера Москвича начнут сходить перелицованные и переименованные Volkswagen? Напишите в комментариях, как вам китайская АК и что вы думаете про Москвич. Ну и обещанная мною шутка. Каждый раз, когда меня ночью будет очередной задрот на мотоцикле, я успокаиваю себя мыслью, что может быть он сегодня станет донором органов, и его смерть спасет чью-то жизнь. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.